Всю неделю Филипп Киркоров не расставался с винтажным японским веером, который подарила ему эта загадочная маска. По ее словам, аромат, который источает этот веер, должен напомнить королю о какой-то их давней встрече. Скоро мы узнаем, появились ли у председателя новые версии. А пока встречайте интригующий горностай. Боже, как мне нравится эта хореографическая зарисовка горностая. Какие версии у Филиппа по поводу горностая? Аромат что-то напомнил? Всю эту неделю этот веер провел практически вместе со мной в моей опочивальне. И он действительно источал постоянно ароматы. Это, ребята, не просто слова. Но я, к сожалению, в силу, наверное, каких-то, может быть, возрастных изменений или что-то, я с памятью у меня что-то... Я понимаю, что этот запах мне до боли знаком, но я не могу вспомнить, Лера, кто это. Он тебе задурманил просто голову. Этот запах. Правда, для меня это одна из самых любимых масок и красивых масок вообще за все сезоны. Но кто это? Ну вот я хочу назвать пару имен. Давай. Возможно, под маской горностая скрывается Паулина Андреева, Клава Кока, также там Миша Марвин, Мот и Родион Газманов. Я не знаю, как такая палитра возникла в моей голове. Что ты сейчас прогнала пургу? Что это было? Спирально. Я просто подумала, если... Думай о Топалове, а не о Газманове. Когда я слушаю Влада, я думаю о нем. Ребят, а почему так нетрадиционно решен костюм горностая? Да? Почему вот такой какой-то восточный такой какой-то посыл? Первое имя, которое возникает в нашей голове, если мы говорим о восточных персонажах, это имя мы уже назвали в предыдущем... сезоне. В предыдущих сезонах и в предыдущей маске. Ну, пока горностай делает пару взмахов веером, подсказки. Всем привет! Я горностай. Пожалуй, я тот самый загадочный и мистический персонаж. И я не так прост, как кажется. Вы меня еще очень плохо знаете. Вам еще всем от меня достанется. Я имею в виду, что у меня для каждого из вас есть маленький, но очень ценный подарок. В прошлый раз король получил от меня волшебный веер, который отгоняет злых духов и неправильные версии. Так что слушайте Филиппа, он никогда не ошибается. Ну а когда все закончится, я мечтаю закатить сказочный пир. И для каждого приготовить именное, изысканное блюдо. Меня постоянно спрашивают, откуда я? Разве не видно? Я горностай восточный. И мне очень близка эта культура. И дело не только в одежде и манерах. И еще я прекрасно владею боевыми искусствами и изучаю восточную поэзию. Однажды я прочту вам божественную хоку. Ждите. Ну а сейчас мне пора спешить на сцену. Угадайте, кому я сегодня сделаю подарок. Совсем скоро все узнаете. Встречайте, к вам идет загадочный горностай. Капелька дождя упал на твои ладони этот день. Ты меня повсюду ждал и бродил за мной, словно тень. Прячешь ты глаза, словно пропастью наверх. Скован, сделай первый шаг, будь же посмелей со мной.
Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Вечер за окном плывет, я закрыла дверь, и ты со мной. Тает между нами лед, но еще не верю, что ты мой. А губы и глаза ближе. Филипп, у кого такие шипящие? Чеботина, нет? Слышишь, сделай первый шаг, но будь же посмелей со мной. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках, но ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках, ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках. Браво! Горностай! Какая конфета это все Это была. фантастика. А я знаю, кто И это. я знаю. И я знаю, кто это. Прежде чем вы скажете, кто это, прошу, пожалуйста, я просто, мне кажется, впервые так классно провел время в момент номера. Такая невероятная версия, правда? Ой, не версия, версия песни невероятная. Как спето было вкусно. Просто, Горностай, спасибо тебе огромное, потому что я сейчас прям, у меня прям был супер чил. Я с тобой полностью согласен. Это один из лучших вокалистов за все 4 сезона. Потому что, ну, это так было вкусно, это так было тонко. И человек хотел быть именно абсолютным фермачом, как это говорили обычно в Советском Союзе, что даже она пела с каким-то таким легким акцентом, да? У вас было такое А ощущение? может быть, эти шипящие ей присущи Вот это, самой? вот, собственно говоря, Может да. быть, это... Безусловно. Она даже их и не делала. Ну, Филипп, тут, кстати, для вас послание. А вернее, вы, оказывается, Горностай. Тут открыточку отправили от Земли до Луны, а потом обратно от Филиппа. Когда успели сделать? Наш пострел везде успел. Я вам скажу свою версию. Мне кажется, это сегодня одна из самых очаровательных, красивых, тонких, нежных, утонченных певиц на нашей эстраде, которая просто хит за хитом порождает. Это Люсечка Чеботина. Вот я тоже ее здесь слышу. Я тоже слышу Люсю. Вот это Вот это специфическое, да, такая, Вот специфическое, вот это... о. И при этом, что важно, да, вроде она пела вот это очень нежно вот Да, так, да, а да. чувствовалась глубина. Да, глубина. Это Вот очень не это очень поверхностно, круто. тембр. Потому что у Люси как раз такой тембр. Да, да, да. Может быть, это даже и не Люся. У меня есть еще одна версия, только исключительно из-за этих замечательных шипящих, которые чеше. Все в твоих руках. Когда оно все в твоих руках, да? Вот такое все. Вот. И это Кэти Топурия. Так, давайте немножечко поговорим. Скажите, пожалуйста, Горностай, ваша мама актриса? Да, отлично. Так, хорошо. Вы актриса? Что? Вы не хотите распространяться, хорошо. Почему-то я думаю, что там скрывается Нино Нинидзе. Дочка И Нинидзе. Все возможно. А знаете, о ком я еще подумал, помимо Люси Чеботиной? И зная то, насколько она отчаянная, она даже в этом положении могла сниматься в шоу «Маска». Я подумал про Катю Иванчикову из группы «Айова».
Потому что вокально это было настолько близко к Кате. И единственное, что меня уводит от этой версии, что Катя беременна. Да, пожалуйста. Конечно, вам спасибо. Но у нас в Японии принято всем дарить маленькие подарки. И сегодня я решила сделать тоже подарок для одной очень прекрасной дамы. Валерия, я тебя очень хорошо знаю. И я знаю, какая ты можешь быть не только нежная и красивая, но ты еще можешь быть крепкая, как орех, и твердая, как камень. Открой мешочек. Вау. Ожерелье. Очень дорогой аксессуар Японии. Какая прелесть! Я прямо сейчас его надену. Очень напоминает мне тебя. Спасибо большое! Как мне приятно, какая красота! Я немедленно надену. И Не все. У нас в Японии очень много магии. И это магический кристалл. Возьми его в руку, зажми в кулаке. И имя, которое придет тебе на ум, и есть правильное. Только прошу, не говори никому, пожалуйста. Сейчас Валерия зажала молчу. камень, и первое имя, которое пришло на ум, Иосиф. Ну, согласитесь. спасибо, прекрасный наш горностай. Горностай, в общем, тебя сегодня разобрали детально, даже твои буковки Ч, Щ и С. Мы будем делать это дальше, поэтому не смущайся. Горностай, встретимся на зрительском голосовании.